Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о семье Ксении Собчак, известной певицы Надежде Бабкиной, и чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. На данный момент в женских и мужских следственных изоляторах города Москвы и Санкт-Петербурга находится много публичных личностей за различные правонарушения и тяжкие преступления. К примеру, в мужском следственном изоляторе на данный момент находится известный телеведущий Александр Масляков, бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов и зять бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, известный спортсмен и блогер Алексей Столяров. Не менее солидная компания находится и в женском следственном изоляторе города Москвы. Мама Ксении Собчак и певицы Натальи Королевой, Людмила Нарусова и Людмила Порывай, известная телеведущая и врач-терапевт Елена Васильевна Малышева, певица Мария Распутина и супруга пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Татьяна Навка. Все данные субъекты находятся в следственном изоляторе по обвинению в тяжких правонарушениях и преступлениях, начиная от трагического дорожно-транспортного происшествия, как в случае с Машей Распутиной, и заканчивая финансовыми мошенничествами в особо крупном размере, как в случае с Татьяной Навкой. Ну а несколько дней назад в женском следственном изоляторе по причине трагических происшествий оказалась известная российская певица Надежда Бабкина. Зрители с большим стажем могут помнить, что несколько дней назад произошло трагическое происшествие в фирменном поезде Москва-Калининград, в котором известная певица Надежда Бабкина вместе со своим молодым человеком, 28-летним оперным певцом Николаем Фонаревым, возвращалась с музыкальных гастролей. Во время путешествия у оперного певца, молодого человека Надежды Бабкиной, возник кратковременный роман с молодой проводницей поезда Екатериной, что и привело к чрезвычайной ситуации. 74-летняя певица Надежда Георгиевна Бабкина стала свидетельницей сцены измены. Она не смогла сдержать эмоции и лишила жизни проводницу поезда, 25-летнюю Екатерину. Надежде Георгиевне Бабкиной не стали делать снисхождения на возраст и отправили в женский следственный изолятор, что привело еще к большей трагедии. Надежду Георгиевну Бабкину отправили не в общую камеру, а в отдельную, там, где находились известные телеведущие Елена Васильевна Малышева, Людмила Нарусова и Ксения Собчак, которая временно попала в следственный изолятор за нарушение общественного порядка. По словам администрации заведения, Надежда Георгиевна грубо нарушала дисциплину и требовала немедленно освободить ее из-под стражи. Также Надежда Бабкина не могла найти общий язык со своими сокамерницами, гражданками Малышевой и Собчак. Однако чрезвычайное событие произошло в тот момент, когда в камеру вошел один из главных охранников следственного изолятора, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья арестованных и вызвать их на допрос. Записи скрытых видеокамер следственного изолятора зафиксировали нападение Надежды Георгиевны Бабкиной и матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой на охранника Филиппа Чернышова. Арестованные женщины окружили 45-летнего мужчину, и тот не успел вызвать подкрепление. Стало известно, что 45-летний охранник Филипп Чернышов погиб в результате удара острым предметом, напоминающим заточку, а также в результате удушения. На данный момент Людмила Нарусова и Надежда Бабкина валят вину друг на друга и заявляют, что их действия были самообороной. Якобы они защищались от охранника Филиппа Чернышова. Однако на записях видеокамер хорошо видно, что арестованные женщины сами первые совершили нападение. Теперь в результате трагического происшествия Людмиле Нарусовой и Надежды Бабкиной грозит увеличение уголовного наказания. По данным следствия, Надежде Бабкиной может грозить до 18 лет лишения свободы, а Людмиле Нарусовой до 15. У погибшего охранника Филиппа Чернышова остались двое детей и молодая супруга.
Если ранее Надежда Бабкина могла попасть под статью «Совершение преступления в состоянии аффекта», которая была связана с трагическим случаем с проводницей поезда, то теперь вина Надежды Георгиевны усугубилась в несколько раз. К слову сказать, что это уже не первая трагедия в мире российского шоу-бизнеса за последнее время. Совсем недавно в центре криминального скандала оказался известный российский певец-шансонье Михаил Захарович Шуфутинский. Михаил Шуфутинский несколько недель назад во время музыкальной премии года застал в гримерке концертного зала свою супругу-модель Светлану Юразову в компании молодого певца по имени Данис. В определенной степени ситуация была похожа на трагическую историю Надежды Бабкиной. Михаил Захарович Шуфутинский также не смог простить свою супругу и лишил ее жизни в результате сцены ревности. Однако Михаилу Шуфутинскому спустя некоторое время удалось оказаться на свободе. Следствие приняло решение, что Михаил Захарович совершил свое преступление в состоянии аффекта, и он получил 4 года условного срока. Но и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня в Москве прошла коллективная молитва об выздоровлении дочери главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова Анны Михалковой. Напомним, что дочь Никиты Сергеевича уже несколько месяцев находится в критическом состоянии. В частности, 2 месяца она находится в коме в результате нападения, которое произошло несколько месяцев назад. Сотрудники антикоррупционного комитета Игорь Скляр, Василий Ливанов и Максим Дрозд отправляются в город Красноярск для открытия филиала антикоррупционного комитета. На этот раз в связи с чрезвычайными событиями, связанными с нападениями на членов антикоррупционного комитета, сотрудников известных актеров будет сопровождать охрана, бывшие участники спецоперации. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым оказала очередную финансовую помощь, уже 10-ю по счету в этом году, участникам спецоперации и их семьям. Были перечислены финансовые средства в размере 12 миллионов рублей. Благодаря поддержке антикоррупционного комитета на днях в городе Воронеже была открыта бесплатная детская инфекционная больница. Это уже 42-е медицинское бесплатное заведение, которое было открыто при помощи антикоррупционного комитета за последний год. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о дорожно-транспортном происшествии в центре Санкт-Петербурга, связанного с известным российским певцом Стасом Михайловым. Стас Михайлов при въезде в город Санкт-Петербург совершил столкновение с грузовой фурой. Информации о травмах Стаса Михайлова пока не поступало. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.